Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня будем делать расклад на тему, есть ли у него другая, может ли он быть в теории верным, склонен ли к изменам. Вот эти все вопросы мы с вами посмотрим в трех вариантах. Будет первый, второй, третий вариант: зеленое, белое, синее сердечко. И этот расклад подойдет исключительно для тех, кто точно не знает, что у него есть другая женщина. Если вы знаете, что есть другая женщина, у вас есть соперница, однозначно вы в этом уверены, то смотреть этот расклад незачем, или можете просто посмотреть характеристику самого мужчины. А те, кто хочет узнать, не знает, да, и хочет узнать сейчас вероятность того, может быть другая женщина или нет, тогда выбирайте, пожалуйста, свой вариант, смотрите по сигнификации, и если сигнификация не подходит, можете перевыбрать другой вариант. Или можете посмотреть все варианты, думаю, для вас будет это полезно. Итак, выбирайте, пожалуйста, свой вариант. Если нужно время для того, чтобы определиться, еще ставьте видео на паузу, а мы будем начинать с варианта номер 1. Так, вариант номер 1. Приветствую вас, единички. И давайте смотреть теперь, что за человек к нам пришел на расклад. Дно колоды. Туз жезлов. Сексуальная энергия бьет ключом. То есть это основная энергия для него. Это то, чем он движим. Если есть страсть, ну, во-первых, сексуальная энергия, она, естественно, в широком смысле этого слова имеется в виду. Страсть вообще. Страсть побеждать, страсть любить, страсть что-то делать, чем-то увлекаться. Если есть страсть в жизни, соответственно, этот человек живет. И то же самое касается его отношения к женщине. Есть сексуальное влечение, значит, уже он может говорить о том, что вполне возможно он женщину любит. Активный человек в том плане, что если что-то захочет, добьется точно. Но ему надо очень захотеть. Какой человек еще? Это общая была энергетика. Угу. Ну хорошо, тогда давайте спросим, может ли быть верен этот человек? Склонен ли к изменам? Есть ли у него другая? Как интересно. Слушайте, ну знаете, я вам так скажу по первому варианту. Вообще этот человек может быть верным. Он вообще по натуре человек верный. У него вышла на сигнификацию карта смерть. А это аркан верного человека. Человека, который, если у него все хорошо, его все устраивает, он любит, любим, он не будет изменять. Ему это не нужно совершенно. Но тут, знаете, человек очень хитрый сам по себе. И скелеты по шкафам у него, конечно, напрятаны ого-го как. Но здесь не имеется в виду то, что это интрижки с женщинами или что-то там, измена его. В теории можно было бы предположить, что, конечно, каждый из нас может изменить. Но вот этому человеку ему изменять незачем. Если у него все нормально, все хорошо, он любит и любим, ему изменять незачем. В то же время он видит красивых женщин, у него очень развита сексуальная фантазия, у него могут быть от вас тайны всевозможных характеров, ну я не знаю, или какие-то там фильмы для взрослых смотрят в тайне от вас, или ну чем-нибудь таким увлекается горяченьким, да, и вы об этом не знаете, но у него все это тщательно скрыто, потому что он очень хитрый и очень такой человек скрытный, умеет скрывать свои тайны. Но это не тайны того порядка, что он подлец, изменщик, нехороший такой редиска. Здесь человек видит красивых женщин, восхищается женщинами, сексуальная фантазия развита ого-го как. И, в общем, такие секретики у него свои есть. То есть свой мир определенной фантазий, всяких интересностей чисто для него у него есть. Но этот человек, он не изменщик. Тем более, если он в семье, да, горяченького ему может хотеться в теории, поэтому ему лучше в теории или что-то посмотреть, или послушать. Ну, может быть, где-то когда-то горяченькое какое-нибудь общение, ну нет, вряд ли. Ну, может быть, очень, так, знаете, вероятность невелика. Но не более того. То есть, конечно, в теории, в принципе, любой человек может изменить, мы даже о себе, да, за себя не можем ручаться, но это не изменщик. То есть это такой человек, который может быть верным и может любить, и может быть в семье, и, в общем-то, с ним дело иметь надо, и можно, но имейте в виду, что, конечно, он не такой простой, он не простенький далеко.
И секретика у него более чем достаточно. Но это не подлые секреты, это просто вот, ну вот такой. Это его натура такая. Такой у нас получился первый расклад. Вариант номер 2. Беленькое сердечко. Приветствую вас, двоечки. Что у нас здесь? Да что ж такое, смотрите, то же самое, что и в первом варианте. У нас что, первый вариант плавно перетекает во второй. Но по первому варианту у нас мужчина, я уже сказала, какой, да? Теперь давайте посмотрим по второму варианту. Тоже сексуальная энергия основное в жизни этого мужчины. Активный, умеет добиваться своего. Страсть равняется любви. Можете посмотреть сигнификацию первого варианта. Вот это будет то же самое сигнификация и для второго. Как близнецы-братья или вообще один и тот же человек пришел. Ну, сейчас посмотрим. Возможно, нам другого покажут просто так сказать, фону расклада сходство идет. Сейчас будем смотреть, что это за человек. Какой человек по второму варианту? Угу. Может ли этот человек быть верным? Склонен ли к изменам? Есть ли у него другая? А вот здесь, девочки, мужчина может быть или не свободен, и, соответственно, сразу же у него две женщины идут, или же он, возможно, под большим влиянием матери находится, или какой-то женщины, я не знаю, родственницы. Или... Ну, бывает так, что вот мужчина находится под влиянием некой женщины, с которой он на самом деле не находится в любовной связи, но тем не менее. Так вот, если ваш мужчина свободен, и у него нет другой женщины, хотя для многих из вас прям вот второй вариант, если треугольник есть, даже с участием мамы, это прям ваш вариант. Я могу вам сказать так, что этот мужчина просто наполнен страхами, комплексами, сомнениями, блоками. Этот человек, даже если предположить, что и хотел бы изменить, ему очень страшно это сделать. Он очень сильно зависим от одной женщины в жизни. И получается, если он ей изменит со второй женщиной, то ему может за это очень сильно попасть. И он этого страшно боится. Кроме этого, здесь угрызения совести, безусловно, присутствуют. Безусловно, присутствуют. Мужчина очень... при всем при этом эгоистичный, очень такой какой-то отстраненный. По сути, я не вижу здесь возможности его возможности любить по-настоящему. Даже если у него в жизни две женщины, он не может дать по-настоящему тепла ни той, ни другой. Вот в чем проблема здесь во втором варианте. Я тоже не могу сказать, что это изменщик, гуляка-разгуляка, но тем не менее в ситуации этого мужчины действительно может быть другая женщина, может быть. Мне саму женщину не показали. Мне показали, что в прошлом могла быть связь, возможно, он был женат или показывают прошлые отношения. Прямо сейчас женщины нет. Но говорят о том, что в теории у этого мужчины женщина другая появиться может. Но если даже эта женщина появится, да, может появиться и появится, это будет такой для него ужас, это будет так тяжело, как будто его заставили в эту связь вступить. Ну, вот такой ведомый мужчина, ведомый. И он реально может попасть в связь с другой женщиной, но это будет для него очень тяжело. Он будет бояться, он будет переживать, испытывать чувство вины, ему будет очень плохо. Так что в теории, да, прямо сейчас не вижу, или прошлые отношения здесь, или что-то вот в этом плане. Но это ему не в радость. А еще, если этот мужчина зависит, допустим, от своей матери или от прошлой жены, от прошлых отношений, от бывшей жены, прошлое, интересное такое слово сказала, от бывшей жены, то он и будет зависим всегда, потому что он будет под пятою властной женщины, кем бы она ни была. Так что здесь расклад у нас, девочки, такой тяжелый мужчина у нас по второму варианту. Вариант номер 3. Синенькое сердечко. Кто у нас по третьему варианту? Хотела сказать
Надеюсь, не туз жезлов. Нет, здесь двойка жезлов. По третьему варианту мужчина весьма масштабно мыслящий, но в то же время находящийся в определенных рамках и ограничениях. То есть он сам себя может ограничивать. У него есть определенные взгляды на жизнь, рамки такие, в которые он сам себя и поставил. С другой стороны, он умеет мыслить масштабно, ему самому хочется из этих рамок выбраться. Для очень многих из вас мужчина может быть на далеком расстоянии от вас. Возможно, у вас интернет-роман или просто он на расстоянии от вас. Или же, если этот мужчина рядом с вами, ваш земной партнер здесь и сейчас, все равно некое расстояние вас с ним может разделять, ментальное расстояние. Мужчина немножко как бы такой отстраненный. И находясь с ним в отношениях, вы можете ощущать, как будто он к вам повернут спиной. Посмотрите, смотрит куда-то туда. У него свои планы, у него свои какие-то цели, а вы далеко не на первом месте. Вот здесь проблема такая может быть с этим мужчиной. А какой это мужчина? Давайте-ка посмотрим, что за мужчина. Может ли быть верен в теории? И склонен ли к изменам? Угу. Есть ли другая? И еще. Нет, девочки, здесь не изменщик, тем не менее, этот человек. Да, он холодный, да, он эмоционально закрытый, да, он, безусловно, ну, такой тяжелый достаточно, да, по характеру тяжелый мужчина. Кроме того, он манипулятор, он очень доминирующий. Очень доминирующий. Жить с ним под одной крышей далеко не сахар с этим человеком. Но верным он быть может. Может. Если он чувствует себя хозяином в своей империи, если у него сложились по-настоящему доверительные, теплые, хорошие, глубокие отношения с его женщиной, ему изменять незачем. А склонен ли к изменам? На сторону смотреть может и любит. И женщины, как и в первом варианте, нравятся, безусловно. И он замечает и сексуальность, и красивую одежду, и прекрасную фигуру, и сексуальность женщины. Все это он видит. И его может даже тянуть иногда на какое-то новое приключение, но изменщиком он здесь не является. Если измена и случается, то значит не удовлетворен он в отношениях тех, в которых он находится сейчас. Да? То есть сказать, что это прям такой уж прям изменщик я не могу. Женщины здесь нет по третьему варианту. Для многих из вас здесь мужчина может быть женат, возможно, ваш муж, или же мужчина семейных энергий. То есть он ищет вообще жену. И гулять со всеми подряд это не для него, в общем-то, для этого человека. Так что вот такой у нас третий получился расклад, но мужчина довольно сложный. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Желаю всем счастья, любви, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.